Всем привет! Владелец этого лодочного мотора Yamaha 6 только что получил его из Японии. Мотор 1987 года выпуска. Состояние мотора как новое. У мотора оригинальная короткая нога, а это редкость. Обычно моторы из Японии приезжают с длинной ногой и впоследствии укорачиваются. Это мотор 6.8. Шестерку можно раздушить до восьмерки. Для этого мотор и привезли к нам, а также все проверить и подготовить к работе. Масло в редукторе есть, запускаем двигатель для проверки. Прикрой заслонку наполовину. Тогда вот так. Хорошее давление из контрольки и быстрый прогрев указывают на наличие в системе охлаждения термостата. Трогая рукой крышку, под которой находится термостат, мы понимаем, что термостат рабочий. Этот мотор практически без изменений выпускался до 2018 года. Про него уже было снято много ремонтов и обзоров, все его плюсы и минусы. Под колпаком есть фирменный набор инструментов в чехле, если вдруг на воде потребуется какой-то мелкий ремонт. Это отвертка, пассатижи, свечной ключ и ключ на 10 и на 12. Если у мотора полная комплектация с электрозапуском, то штатное место для инструментов занимает электростартер. Для начала мы проверим состояние водяной помпы. Охлаждение работает отлично, однако мотор долгое время был на хранении и неизвестно в каком состоянии крыльчатка. На этом лодочном моторе очень удобно снимать редуктор, если положить мотор горизонтально. Откручиваем немного муфту, чтобы отпустить тягу переключения передач, которая идет от редуктора. И откручиваем 4 болта редуктора. Аккуратно постукиваем по редуктору и вынимаем его. Обращаем внимание на резиновое уплотнение на тяге переключения передач, чтобы его не порвать.
Откручиваем 4 болта водяной помпы. На стакане небольшой след, значит мотор успел немного походить. А вот крыльчатка, несмотря на отличную струю из контрольки и хорошую производительность, оказывается, работала без одной лопасти. Крыльчатку будем менять. Пока сливается старое масло с редуктора, снимаем винт и проверим, есть ли под винтом посторонние предметы, например сети, которые часто наматываются на винт. Сальник грибного вала в отличном состоянии, сетей нет. На вал нанесен заводской ямаховский консервант, очень похожий издалека на ржавчину. Смазываем шлицы грибного вала и устанавливаем винт обратно. Заливаем новое масло в редуктор. Смазываем шлицы вертикального вала, смазываем все резьбовые соединения. Устанавливаем редуктор точно так же в горизонтальном положении, попадаем в трубку корпуса сальников, попадаем в трубку охлаждения, в муфту переключения передач и в шлицы коленчатого вала. Аккуратно устанавливаем резиновое уплотнение на место. После установки редуктора проверяем, правильно ли мы настроили переключение передач. Для увеличения мощности с 6 сил до 8 сил нам необходимо снять двигатель. Откручиваем все необходимые болты, отсоединяем шланги, провода и механизмы. Под мотором есть труба настроенного выхлопа. Здесь специально для задушки мотора сделан ограничитель, который нужно удалить. Мы его рассверливаем при помощи сверла диаметром 24 мм. Снимаем карбюратор и разбираем его. Нас интересует эмульсионная трубка под главным топливным жиклером. Меняем эту трубку, либо рассверливаем. На шестерке 2,3 мм, а на восьмерке 2,6 мм. Заодно почистим карбюратор.
Нам уже привозили такую же Yamaha 8 из Японии, только состояние у мотора было похуже. Нужно было укоротить ногу и привести мотор в порядок. Здесь же владелец удачно приобрел отличный мотор сразу с короткой ногой и с минимальными вложениями. Ссылку на видео с той Ямахой, которая оставила неоднозначное мнение среди наших зрителей, мы оставляем в описании. Рекомендуем посмотреть, если вы не видели. По просьбе владельца была заменена кнопка остановки двигателя. Мы поставили кнопку с аварийной чекой безопасности, которую в то время не ставили. Проверили угол опережения зажигания. Все было изначально настроено как положено. Механизмы смазали свежей смазкой. Японская смазка уже высохла. И мотор готов к работе. Если вы знаете, где можно найти и купить японские моторы с хранения в отличном состоянии, как на этом видео, поделитесь. Всем пока!